Добрый день всем! Вот такие пышные, хрустящие, горячие чебуречки мы сегодня будем с вами делать. Делаем тесто. Тесто должно быть упругим и при этом пластичным. Вот здесь у меня в чашке 6 вот таких стаканов по 200 мл просеянной муки. Делаем углубление для того, чтобы поместить сюда нужные продукты. Так будет достаточно. Добавляем горячую воду, примерно 70 градусов, 320 миллилитров. Вот. Столовая ложка водки, 3 столовых ложки растительного масла. Я взяла подсолнечное. Подсаливаем. Если быть точным, соли нужно половину чайной ложки. И замешиваем. Готовое тесто мы будем выдерживать с полчаса в закрытой посуде, чтобы оно стало более упругим, гладким и мягким. Теперь я буду вымешивать руками. Тесто довольно крутое. Вымешиваем его долго. Весь процесс приготовления теста я уменьшу для вас. Буду показывать основные моменты. Вот примерно такое тесто мы положим назад в свою миску и закроем сверху пищевой пленочкой. Забудем о нем примерно на час. Если сильно торопитесь, хватит и полчаса. Начинаем готовить фарш. Здесь у нас фарш смешанный напополам, свинина и говядина. 300 грамм. Лук мы натираем всегда на крупной терке. Здесь 200 грамм лука. Обычно добавляют лук в пропорциях 1 к 2. Вот мы взяли немножко больше. В фарш добавляем наш лучок. Мы его потерли. Мясной бульон. 100 мл здесь ровно. Если нет бульона, добавляйте кипяток, просто воду. Подсаливаем, перчим и вымешиваем. Фарш должен быть жидким, похожим на сметану. Его нужно на чебурек не накладывать, а размазывать, чтобы затем при жарке он не разваливался. При приготовлении таким методом фарша в чебуреках много водички, или как называют его, сок. Фарш мы тоже будем накрывать пищевой пленкой, и он у нас будет настаиваться также ровно час или около того, если вы спешите и у вас нет времени. Накрываем пищевой пленочкой и убираем. Время наше прошло. Вот какое тесто получилось, когда постояло 1 час. Сейчас мы его еще помесим. Тесто получилось упругое и гладкое. Делим его пополам. Раскатываем колбаску. И нарезаем вот такие кусочки. Получилось 8 штук. Раскатываем лепешку. Лепешки должны быть толщиной примерно 2-3 миллиметра. Такие чебуречки будут хрустеть. Круглую, красивую лепешку я делаю вот такой крышкой от кастрюли. У нее края остренькие. Думаю, что у вас найдется на кухне, ну, что-то типа этого. Быстро и хорошо. Вот и все. Лепешечка готова. Теперь наш фарш тоже открываем, перемешиваем. Фарш настоялся. Само мясо пропиталось луком, перчиком и солью. Запах стоит изумительный. Берем ложку, вот примерно столько хватит, и выкладываем примерно, вот делим на середину чебурек, и на одну серединку мы выкладываем. Чистыми остаются края, 1-1,5 сантиметра. И помните, я вам говорила,
Мы просто размазываем начинку. Не выкладываем ее кучечкой, а размазываем. Начинки не должно быть много, чтобы при жарке она потом не вываливалась и чебурек не становился рыхлым. Вот примерно так. Закрываем чебурек. И защипываем края. Защипывайте хорошенько, чтобы сок потом при жарке не выливался. Защипнули. Ну а теперь наведем красоту. Для тех, кто сомневается, что защипнули края, проделайте это еще вилочкой. Вот так. Сильно не давите, так, чтобы уже была гарантия, что наш чебуречек хорошо закрыт. Ну а теперь пришло время навести красоту. Такая же точно крышка, только диаметром поменьше. Я приспособила для того, чтобы обрезать красиво края. Примерно вот так. Обрезаю вот такой штукой, которая немножко имеет, видите, извилины. Будет красиво. Излишки убираем. Вот наш готовый чебуречек. Красота, не правда ли? Также точно раскатываем все остальные лепешечки. Формируем чебуреки, а затем начнем жарить. Сейчас я займусь своей работой, а затем будем жарить. Вот для примера я сделала 4 чебурека. Сейчас мы будем жарить. И еще один нюанс. Вот эти кусочки, которые мы нарезали, и тесто, которое осталось, обязательно прикрывайте пакетом или крышкой, или любой другой приспособленным посудой, чтобы тесто не заветривало, иначе работать с ней будет затруднительно. Жарю я чебуреки вот в такой сковороде. Масло наливаем растительного около половины. Нужно, чтобы чебуреки жарились именно в масле. Если масла не будет хватать, то они не будут пышными. Масло у нас нагрелось. Как мы проверяем? Я бросаю кусочек теста, и оно должно всплыть. Тогда можно жарить чебурек начинать. Давайте проверим. Наш кусочек всплыл. Давайте его уберем. Аккуратней, пожалуйста, с маслом. Не пожгите руки. Итак, опускаем чебурек. Кипящее масло. Следите, чтобы поверхность чебурека тоже была в масле. Если не будет этого, то он не будет хрустящим и не будет пышным. Можно поливать вот таким образом сверху маслом. Жарим с каждой стороны 2-3 минуты. Лучше всего жарить каждый чебурек по отдельности. Тогда он пышный и хрустящий. Если емкость большая, можно положить и другой. Вот таким образом. Следите, чтобы масло не горело. Если масло будет гореть, чебуреки приобретут неприятный привкус и запах. Видите, как я поливаю сверху? И отзывается каждый чебурек. Надувается. Видите как? Становится пышным. Убираем чебуреки обязательно на салфетки бумажные, чтобы лишний жир впитался. Видите, какой пышный, пузатенький чебурек. Вот они, двойняшечки.